Всем привет, друзья! Мы находимся в Колорадо, и сейчас мы будем снимать видео, как выбрать первый BMX, там, может быть, второй. В общем, все это посвящается тому, как сэкономить деньги и приобрести правильный агрегат. Нам нужно найти продавца в магазине Колорадо. Здравствуйте, вы здесь работаете? Скажите, пожалуйста. Угощайте, конечно. Да я не спрашивал. Скажите, пожалуйста, а как... вот у меня есть деньги, немного денег, и я хочу BMX. Угу. Катался раньше? Не, по тебе видно, что не катался. Никогда. Да. Моделью работал, но что-то потом не сдалось, решил в спорт уйти. Ну, короче, тут у тебя, в принципе, два пути есть. Ну, давай. Покупаешь, короче, дешманский на насыпи, да? Стой, я не понимаю ничего. А, ты из этих. Значит, смотри. Какой насыпи? Короче, у них главное отличие – это их прома, да? Вот здесь, во втулочках, это то, что у тебя будет ломаться чаще всего на свете. То есть, если я не хочу, чтобы у меня ничего ломалось. Значит, велосипед. Мои родители, они мне дадут деньги только один раз. Сколько они дадут тебе денег? 30-очку дадут? Ну, день рождения скоро, так что да. Вот 30-очка нормально. И прямо сейчас только 15. Тогда плохо. Надо 30-ку. Ну, не хватит денег на нормальный велосипед. Вообще? Конечно. У тебя, если будет мало денег, ты потом не сможешь отремонтировать свой велосипед за 15-ку. Ты на нем прокатаешься год, он у тебя сломается, и у тебя будет проблема. А, то есть целый год? Ну, год откатаешься. То есть я могу откататься на велосипеде за 15 Вполне тысяч? Вообще. Вот если ты прям только начинаешь кататься, год, это нормально. Ну, то есть тебе хватит. Думаешь? 100%. Ну ладно, хорошо, а так, чтобы вот, мне хотя бы до 18 лет дотянуть. Мне сейчас 14. Ну так, на 4 года, чтобы... я в себя верю. Я как бы буду делать тройное сальто через 2 года, чтобы он выдержал это все. Да, не все выдержат, но если у тебя бюджет, так сказать, маленький, да, ну, то у тебя выбор-то особый. Я бы не сказал, что это маленький. Вот смотри, есть код, да, стоит 36. Код — это, короче, наш бренд, мы его сами разрабатывали. Тут сделано все по моде, все как надо, все как у людей. Прома везде, где только можно. Хайтен, хромолибден, забудь об этом, это вообще никак не влияет. Я вообще не шарил. Я думал, они все металлические. Они все металлические. Это вообще одно и то же, просто название разное. Если ты только начинаешь кататься, это вообще тебе никак не влияет. Вот вообще никак. В смысле, а если руль какой-то... Хайтеновый. Хайтеновый — это хорошо? И хорошо. И хромолибденовый хорошо. А что лучше? Хромолибден. А хайтен чем плохо? Да он типа гнется, но чтобы его согнуть, ты должен четверное сальто делать. Не, ну если, конечно, долбить его об стенку, то он погнется. А почему-то все боятся. Я слышал отзывы в интернете, я читал много на форумах. Я думаю, что это влияние людей с других ресурсов, которые объясняют вот это все, что хайтен, то есть пытаются продать людям то, что им не нужно. То есть они переплачивают. То есть потому что это просто вот на вторичном рынке, да. Там люди так выпендриваются, да, тем, что у них там не хайтен, у них хромолибден, но да, по сути... покупай у нас, и так далее и тому подобное. А так надо просто понимать... мне пытались так банчить, говорят, брат, это вообще, вот это хромированный велосипед. Да. Я такой, если он так говорит, то, наверное, это круто. А оказывается, разницы никакой, особенно если для начального уровня вообще никакой. Даже для профессионального уровня. Но если я потом захочу, я могу поменять его на другой, на хороший? Можешь. Да? Можешь. То есть, например, там, если у меня руль хайтеновый, поменять его потом на хромолибден? Конечно, вообще, без проблем. Твоя главная задача — найти себе велик, чтобы он был весь на промах. Вот это первое. Это самое главное. Это самое главное. Хорошо. Потому что прома сделают твою жизнь легче, и ты сможешь все менять. Можешь менять тут, можешь менять во втулочках, все меняется. Второе, на что ты обращаешь внимание, это бренд. То есть ты должен четко понимать, будешь ты переплачивать за бренд или нет. То я просто вот вижу здесь велосипеды, вот это 34, 29, 41, это же вообще придется почку продать. Да, тут есть какие-то элементы, которые опять же... Если нужно, я продам. Могу часы оставить залог. Это мы потом обсудим попозже, да? Хорошо. Значит, тут идет переплата в основном, да, за бренд. То есть это мы придумали сами, это придумали за нас. У них больше наценок, чем у нас. Тут какие-то сообразы. Значит, тут просто 4-элементный руль, там, знаешь, какие-то логотипы. Это круто, 4-элементный руль? Да нет. Кожа чернеет, когда 4-элементный ставишь. Если хочу сэкономить на поездке в Турцию, то лучше взять. Да, можно. Я понял. Вот, и на этом изменение как бы все, понимаешь? Да, там есть какие-то дополнения в виде фрикостера на каких-то велосипедах. Где-то у них больше ростовка, да, то есть 21, это для больших ребят, не такие, как мы.
А мы с тобой маленькие? Мы с тобой маленькие, Я да. думал... Цвета. Еще, смотри, на этом велике он хоть стоит дешевле. Вот Велик-то вообще, ну, цвет бомбезный. Это такой, что мне... Как у Бэхема ракет. Это такой, что я могу на нем прямо в класс заехать, и все скажут, никто не попросит меня припарковать мою тачку снаружи, понимаешь? Нет. Ну-ка посмотрит, как за первую парту садись. Заслужил. Круто, круто. Это 29 стоит, потому что он... Вот, видишь, нас, что я тебе говорил. Так, в смысле? Ну, так... Короче, они там в сепараторе в таком специальном стоят, типа не как Не нормальный. матерись, пожалуйста. Я сейчас родителям позвоню, они с тобой разговаривать будут. Нет, тебе этот не подходит, понимаешь? Но он какой-то женский. Но он Смотри, подходит к голубой. моим глазам. Нет, вот ты мне скажи, почему я не могу купить этот, и потом в чем возникнут сложности? Маленький, он для тебя маленький будет. Да не, я говорю сейчас о вот этих вот насыпных подшипниках. При замене тебе будет очень тяжело их найти только в Сокольничке. Плюс смотри, какая карета. Ну смотри, разве это стиль? А? Американка. Ну это вообще древний век. Тут испаночка у нас везде стоит, тут американка. Мой отец катался на таком. Ну, в смысле, на таких вот этих больших каретках, насыпных подшипниках. Вот, это все оттуда. Лет 20 назад. Да? То есть это просто все старые технологии, которые тебе в дальнейшем будет очень сложно менять. И сейчас все запчасти выходят уже под новые стандарты, да? То есть под эти промышленные подшипники. Испанские каретки. Испанские каретки. Так вот в чем. То есть если я сэкономлю и куплю вот этот, то Причем потом не придется я менять... не могу сказать, что ты особо сэкономишь. 29 и 36 это так себе экономия. Ну вот я говорю, я куплю за 29, но потом не придется менять все на велосипеде, Да, чтобы тебе сделать его лучше. Тебе нужно будет менять раму, потому что у тебя ничего сюда уже не подойдет. Нет, на американскую каретку ты, скорее всего, найдешь, но на цепные подшипнички где будут тяжело искать. А так я могу переплатить немного, подкопить, я подкоплю, переплачу, возьму чуть подороже, но я могу усовершенствовать как хочу, Да, верно? абсолютно. Замечательно. Ты можешь даже себе, знаешь, какую раму поставить? Колони. Колони? Да. Я слышал там у одного русского райдера, скоро выходит про модель, и говорят, что это будет что-то вообще новое. Вот ты можешь ее купить себе и поставить на этот велосипед. Хорошо. Будешь похожим на того райдера. Хорошо. А здесь есть еще какие-то вот велосипеды? Вот. Они различаются уже в основном ростовками. То Вот есть, этот 53 тысячи, он, наверное, вообще фантастический. Наверное. На него можно сесть и сразу делать космические трюки. Нет. Короче, тут запчасти именные. Смотри, значит, тут сиденье с дырочкой, видишь, можно вставлять. Там монетку можно прятать Да. на завтрак. Можешь менять сидушечку. Как видишь, на этих ты сидушечку только с подсидельным поменяешь. Значит, переплачешь. Это именной вынос, вообще хороший. Что именно? Да какого-то там парня. То есть, получается, это опять же таки просто переплата за понты. За понты, конечно. То есть я могу купить тот велосипед и постепенно сам его усовершенствовать. До такого и даже круче. Да. Или же я могу сразу же купить с апгрейдами, но которые мне, в принципе, на начальных этапах не понадобятся. Абсолютно. Это просто вот именно за лейбл, да, переплата? Да. Тут везде. Хорошо, а если я видел в других магазинах, ну не как вот это специальный, я там видел специальный магазин BMX, мне был Hellride, но также там были какие-то другие, типа Trial Sport, Спортмастер, и там велосипед по 15 тысяч. В Сотмастере очень хорошие велосипеды. На недельку тебе вполне хватит. Неделю? Ну да. Серьезно? Да. То есть самое главное при выборе первого велосипеда не гнаться за ценой, потому что дорогой велосипед, в принципе, он нет в нем необходимости. Нет. Но не пытаться сэкономить, чтобы не взять Совсем такое. Да, без подшипников промышленных. На американской каретке. То есть лучше всего это что-то среднее. Это самая дешевая цена, которую можно найти, в принципе, на рынке. 35 тысяч, Да. плюс-минус. С таким курсом, да. Но его потом можно усовершенствовать и подогнать. Абсолютно до любого Да, состояния. то есть если я буду круче кататься и захочу там, колеса полегче, то я могу поставить покрышки поменять. Да, это легко все подойдет. А если у меня нету там 30 тысяч, что посоветуешь? Самокат купить? Прекрасный выбор самокатов. Серьезно? Шутка. Шутка? Да. Или нет? Нет, конечно. Никакие самокаты. Зачем? В смысле зачем? Ну, это же для детей в основном. Ну а если у меня нет возможности купить велосипед за 30 тысяч? Ходи пешком. Ладно, я пошел. До свидания. То есть, если серьезно, то смысла покупать велосипед сразу же за 50 тысяч нету, но экономить тоже нельзя. Вы реально берете средний велосипед, в данном случае это код BMX. Из-за курса и из экономической ситуации велосипеды стали стоить в разы дороже. Я помню, в свое время я покупал свой первый BMX за 2000 рублей, но он был как раз вот на американке, кочерга были, что-то. То есть это был такой велосипед, который стыдно было показывать людям.
Но я на нем научился кататься, у меня там ничего не гнулось, я научился 360, я тейлвип почти на нем научился, хотя вот у меня была просто эта кочерга, ну, многие даже и не застали этих велосипедов. Следующий велосипед, мне купили комплит за 20 тысяч рублей, за 24, это был Hoffman Condor, и он мне прослужил почти 4 года, реально 4 года, 3. Я периодически менял, то есть я чувствую, что мне штуны не нравятся, я их поменял, я захотел новую вилку, я ее поменял. Но он уже был полностью на промышленных подшипниках, он уже был полностью подготовленный к любым изменениям. Я купил его со скидкой, по-моему, за 17 тысяч, он мне обошелся. То есть, как раз это выходит 35 тысяч рублей, как вот этот велосипед. Тогда не было отечественных производств, и нельзя было не переплачивать за бренд. Самое главное, при выборе велосипеда, забудьте про Хайтен или Храмлиден, это не важно. Самое главное, чтобы он полностью на промах. Это самое важное. Потому что потом вы сможете этот велосипед апгрейдить. Также вес. Мне тоже кажется, это важный момент. Вам нужно просто почувствовать велосипед. Вам не нужно, чтобы он весил 8 килограмм сразу же. Тем более 8-килограммовый велосипед будет стоить 150 тысяч, а не 30. Еще я очень много слышал, что родители сразу же, у ребят родители при покупке велосипеда обращают внимание на тормоз. Потому что, как это, сынок, ты будешь кататься без тормозов? То мы все катаемся без тормозов. Это уже индивидуальный выбор каждого, ставить на тормоз на велосипед или нет. Вот эта вещь идет в комплекте, но она совершенно не обязательна. Если вы видите велосипед без тормозов, не обращайте на это внимания. Также пеги. Пеги стоят... Сколько пеги стоят? 700 рублей? Одна штука сейчас. 700, где-то там 700 рублей. 4 вам не понадобится. Сначала нужно 2 пеги. С одной стороны, только вот, если у вас там правая нога впереди, то нужно 2 пеги справа, чтобы научиться. И потом вы уже их будете доставлять по мере овладения хотя бы вот этими двумя. А на это уйдет, мне кажется, год как минимум. Честно говоря, я до сих пор не использую больше 3 пэг, потому что я понимаю, она будет лишней, и я не смогу их в полной мере использовать. Потому что про пэги тоже забывайте, не смотрите, это все такой внешний вид, когда вот эти вот пэги, там вот этот тормоз, но функционала никакого для вас это не понесет. Потому что можете забыть и купить, например, вот этот без тормоза и без пэг. Если он будет такой, но дешевый и полностью на промах, берите. А как думаешь, что это по BMX? Покруче, но... Если первый, то нет. Вот мне тоже кажется, что первый, потому что я в своем детстве пытался купить штуны там какие-то, и мне напарили, продали просто развели на деньги, продали не то, что я думал получить. Там, я думал, что куплю там версию V3, а в итоге получил V1 и даже не смог понять, что они различаются, а эти штаны V1 уже на 5 или на 6 лет старше, чем V3. Также кучу раз видел, как ребята, которые уже немного шарят, продают треснутые, или гнутые запчасти новичкам, потому что новички как раз таки не шарят. Если это ваш первый велосипед и вы до сих пор не разбираетесь, то покупайте лучше комплит, реально не переплачивайте кучу денег, 36, все, берем. Да, к сожалению, сейчас уже не купить велосипед за 10-15 тысяч, чтобы он служил хотя бы пару лет и был нормальный, но есть самокаты, которые стоят по 10-15 тысяч, по 20. Потом всегда можно перейти на BMX. Он, конечно, другого мнения, но я считаю, что это нормальный путь. Мне кажется, Хайтен даже чем-то лучше, чем Храмлиден для начала. Если вдруг что-то с рулем происходит, он не ломается, он не откалывается, он просто гнется. И это видно, и это потом можно поменять. Еще самое важное — выбрать велосипед по размеру. То есть у какого цвета — это без разницы. Так вот, реально, что вам понравилось, то и берите. А вот размер, мне кажется, имеет значение. Не нужно пытаться взять огромный велосипед, потому что у вас пацаны во дворе катаются на огромных. Это лишние понты. Я вам скажу по себе, вот у меня рост 172. Для меня идеальная ростовка рамы — это 26, 27, 25 тоже подходит. Руль девятка, 8,5, 9, отлично. Вилка, в принципе, не отличается, и все остальное тоже не отличается. Там штаны, если у вас совсем маленькая ножка. Вот у меня 41 размер ноги, я катаюсь, мне без разницы, на каких штанах кататься, там 175-х, или на 165-х, или на 170-х. Это все глупости. Самое главное с рамой и с рулем. Потому что если у вас там 150 сантиметров рост, и вы берете вот 21 раму и просто руль 9,5 или 10, как это модно сейчас, и потом есть как на Харлей, как, знаете, американские. Вум-вум, это вам не нужно, это, конечно, может быть прикольно, но трюки вам будут даваться гораздо сложнее. Я думаю, все, вы знаете даже во много раз больше, чем знал я, когда покупал свой первый велосипед, потому что я просто пришел в магазин, просто спросил консультанта, он мне просто объяснил, чем они отличаются, и я, все равно не поняв, что он сказал, выбрал велосипед, который мне понравился внешне. И мне сказали, что он весь на промах, поэтому окей, хорошо, весь на промах, тогда беру. Надеюсь, я помог хоть как-то вам при выборе вашего велосипеда. Увидимся в следующей серии. Пока.